Добрый день! С вами снова я, Удовина Наташа. Сегодня я хочу показать, как без навыков рисования украсть подростковый рюкзак. Это очень простой способ сделать запоминающийся подарок, чем бы ваш ребенок не увлекался. В моем случае это полицейская будка из фантастического сериала «Доктор Кто». Но в вашем случае это может быть любой логотип или силуэт дорогой сердцу фаната. Рюкзак сильно выцвел после стирки, но, к счастью, рисунок был только на крышке. Поэтому я буду рисовать только на ней. Чтобы не запачкать ничего лишнего, я убираю весь рюкзак в плотный пакет, оставляя только саму крышечку. Ремешки с кнопками тоже хочется оставить белыми, поэтому я заклею их бумажным скотчем. Беру белую акриловую краску по ткани и с помощью губки прячу старую надпись. Я поняла, что мне мешает ручка от рюкзака, и решила приклеить пакет к текстильной крышке бумажным скотчем. Продолжаю тамповать. Я не разводила краску водой, чтобы не снижать ее укрывающие способности. После того, как вся центральная часть стала белой, я стала думать, как бы мне гармоничнее увести цвет к краям. Я взяла краску акрил Хобби Делюкс цвета песочный, которая наибольшим образом подходила к ткани, и стала набивать ее. Потом я набрала этот же цвет на сухую кисть и немного попачкала края. Дальше я буду создавать фон для космоса. Выкладываю на палитру краски для ткани: черный, бронза, золото, серебро и медь. Добавляю краски металлики Деколор: фиолетовый, фиолетовый-перламутровый, золотисто-зеленый и синий. Акриловые краски хорошо держатся на ткани, особенно натуральные, поэтому я не сильно беспокоюсь, что местами буду использовать неспециализированные краски для ткани. Буду добавлять разные цвета небольшими вкраплениями. Для этого я разрезала губку на много частей, чтобы с каждым цветом работать отдельной губкой и не создавать грязь. Набиваю сперва пятно черного, затем добавляю рядом золотисто-зеленый, потом синий. Стараюсь создать между цветами плавные переходы. Конечно, можно работать кистью, но именно губкой лучше всего получается легко и мягко переходить из одного цвета в другой. Не забываем менять губки, работая с разными красками. Ближе к краям крышки набираю на губку совсем мало краски. Работаю в сухой технике. Иногда не тампую, а как бы нанося губкой полусухие мазки. Совсем к краю прибиваю цвет серебром. Заполняю всю крышку, используя цвета выбранной палитры. Таким способом космос рисовать довольно легко. Просто чередуйте цвета, где-то добавляя более темные цвета, а где-то яркие всполохи. Если честно, я не смотрела этот сериал и услышала о нем впервые, когда меня попросили украсть этот рюкзак. И сперва я переживала, стоит ли рисовать полицейскую будку именно в космосе, но мне объяснили, что именно для этой будки находиться в космосе в порядке вещей. Работая с верхней частью крышки и сводя цвета на нет, добавляю новый цвет – белое серебро из линейки Деколор. Его нежный перламутровый блеск помогает добиться плавного перехода цвета в ткань. Доходя до ремешков, увожу цвет прямо под них.
В этом случае же работаю кистью, вводя все оттенки в светлый тон с помощью белого серебра. Кстати, о перламутровом блеске. Вам его не очень видно, пока крышка лежит неподвижно, а сейчас я вам покажу, как она переливается в движение. Ну, очень космический эффект. Берем белую краску, разводим ее водой, чтобы она стала более жидкой, и делаем наброск. Также добавляем брызги фиолетового и черного цвета. Обязательно просушиваем феном перед каждым набрызгом нового цвета, иначе ваши цвета могут некрасиво слиться между собой. Самая грязная часть работы закончена, и можно вынуть рюкзак из пакета. Бумажный скотч с ремешков тоже можно снять. Приступаем к созданию трафарета. Отрезаем небольшой кусочек самоклеющейся пленки. Распечатку, из которой будем делать трафарет, с обратной стороны заштриховываем карандашом. Прикладываем к самоклейке и обводим карандашом границы телефонной будки, а также все части, которые будем вырезать. Берем острый канцелярский нож и по линейке вырезаем основной силуэт. Сперва я примериваю его, чтобы понять, под каким углом и где будет располагаться на космическом фоне наша таинственная будка. Затем также приклеиваю уже сам трафарет. А теперь начинается самая сложная, или вернее самая путанная часть всей работы. Я поочередно вырезаю те элементы, которые должны будут остаться незакрашенными, и приклеиваю их на то место, откуда они были вырезаны. Передо мной лежит оригинальный рисунок, но надо помнить, что в моем силуэте он получается отзеркаленным. Чтобы облегчить себе работу, вы можете распечатать отзеркаленное на компьютере изображение, чтобы сверяться с ним и не путаться. Когда, наконец, весь трафарет наш собран воедино, берем губку для мытья посуды и белой краской затамповываем весь рисунок и сушим. Сначала снимаем большой трафарет, затем, поддевая ножом, снимаем мелкие детали. Конечно, под совсем маленькие детали краска немного заплыла, но это не страшно. Можно пройтись тонкой кистью и сделать края почетче. Затем сперва карандашом, потом тонкой кистью делаю на будке надпись про полицейскую будку. Завершающим этапом закрепляем рисунок, проглаживая его с обратной стороны горячим утюгом. Под рисунок во время проглаживания нужно обязательно проложить лист бумаги. Можно также закрепить краску горячим воздухом из обычного фена. Стильный молодежный рюкзак готов. Обычно такого рода фанатская атрибутика стоит хороших денег. Но если у вас завалялись акриловые краски и кусок самоклейки, вы можете самостоятельно украсить все, что вы захотите. Техника нанесения очень проста. Смело привлекайте ребенка и вместе воплощайте в жизнь образ его любимого героя. Спасибо за внимание, оставайтесь с нами и ставьте лайк, если вам понравился рюкзак, ну или если вы смотрели «Доктора Кто». До новых встреч и, конечно же, творите с удовольствием!